Итак, у нас есть все необходимое для того, чтобы перерабатывать ресурсы и создавать нужные нам компоненты. Далее я хотел бы развить базу еще больше, немного раскопать здесь камень, убрать лишнюю землю и поставить здесь дополнительные заводы по переработке. Воспользуюсь буровиком. Зафиксирую горизонт и сниму немного грунта. Отлично, места хватит для хранения всего необходимого. Поставим фундамент. Итак, площадку я сделал. Теперь я сделаю дополнительные контейнеры и конвейеры. На заводах для переработки руды также присутствуют места для установки модулей. Существует три типа модуля. Модуль продуктивности. Модуль продуктивности будет позволять нашему заводу по переработке руды перерабатывать ее гораздо быстрее. В принципе, этот модуль действует точно так же на наш сборщик. Следующий модуль – модуль энергоэффективности. Модуль энергоэффективности можно установить как сюда, так и на сборщик. Они позволят нам экономить электроэнергию, затрачиваемую для переработки руды, либо для сбора ресурсов. Также устанавливаются в такие же ячейки. И третий тип мода – модули выработки. Модули выработки позволят нашему заводу вырабатывать гораздо больше ресурсов из меньшего количества руды. Можно установить до 4 штук. Я предлагаю совместить модуль выработки и модуль продуктивности. Итак, модули продуктивности мне удалось заварить. А вот модулей выработки нет. На них требуются сверхпроводники. Чтобы их изготовить, нам необходимо золото. Помнится, мы где-то находили золото, поэтому придется его поехать раздобыть. Уж очень хорошие эти модули. Итак, отправлюсь на поиски золота и добычу. Иногда количество сигналов на экране становится невыносимым, их становится очень много. Поэтому рекомендую некоторые лишние сигналы отключить, которые в данный момент нам не нужны. Сделать это очень просто. Нажмем на клавиатуре букву К, зайдем в GPS, выберем ту точку, которую хотим отключить. Выберем вот так, отображение на экране, выберем здесь квадратик. А можно сделать и по-другому, нажать двойным щелчком. Оставлю только те точки, которые мне сейчас нужны. В принципе, до золота я уже добрался, и оно мне не нужно. Оставлю только базу.
Кажется, я забыл установить фонари. Как правило, золото лежит очень тонкими слоями и разбросано по площади. Очень легко его просто-напросто взять и выбурить. Так мне удалось раздобыть немного золота. На модуле нам точно хватит. Ну что ж, мы подняли продуктивность на 300% и эффективность на 141%. Далее мы немного усовершенствуем нашу систему конвейеров. Есть одна брешь в том, что мы собрали. Возможно, даже не одна. В данной системе есть изъян. Сейчас вся руда, которую мы привозим, поступает в большой контейнер и идет по нашему конвейеру непосредственно в завод по переработке. Дальше он пропускает по конвейеру уже готовые слитки, которые забирает себе сборщик. Что вниз не так? Все вроде бы хорошо, но все дело в том, что мы будем добывать очень много ресурсов, которые будем складировать в этот контейнер. Они будут переходить в наш завод по переработке руды, и завод по переработке руды рано или поздно забьется переработанными слитками, которые некуда будет складывать. Он будет складывать в ближайший доступный контейнер, а именно, если мы будем проходить дальше по цепи, он будет пытаться складывать их в наш сборщик, потому что слитки можно положить будет только сюда. Когда сборщик забьется, например, только двумя или тремя какими-то слитками, в большем количестве железом или еще что-то, и он не сможет уже забирать нужные ему слитки отсюда. Таким образом, нам нужно построить буферы. Что мы сделаем? Так, первым нашим буфером будет большой контейнер, в который мы будем сгружать все выработанные слитки, которые выработают наши заводы по переработке руды. Можно также сразу назвать этот контейнер, чтобы проще было их находить. В этот большой контейнер мы будем погружать слитки. Добавим сортировщик. Отлично, теперь настроим сортировщик для того, чтобы слитки поступали в большой контейнер. Можем также его назвать. Выберем белый список и добавим слитки. Также выберем опустошить все. Теперь все слитки, которые есть в направлении нашего конвейера, будут поступать в наш контейнер. Отлично, все слитки погрузились. Так как мы все слитки стали забирать в наш большой контейнер, наш сборщик не может теперь больше получить оттуда ничего. Необходимо переделать нашу конвейерную цепь.
Все, что нам нужно теперь сделать, это просто добавить немного конвейеров по направлению к нашему большому контейнеру со слитками, чтобы наши сборщики могли спокойно забирать нужные слитки в нужном количестве. Также нам нужно будет построить дополнительный буфер для всех компонентов, которые будут изготавливать сборщики, чтобы тоже не застаивались в них. Добавлю второй буфер уже для компонентов. Ну так, посмотрим отсюда, с вида сверху, отсюда лучше видно, как это происходит. Каким образом слитки все у нас переработываются и отправляются в большой контейнер. Из большого контейнера они у нас попадают уже по необходимости на наши сборщики. Наши сборщики теперь будут сейчас сделан еще дополнительный конвейерная цепь, значит, и будет подключена она уже ко второму большому контейнеру, в который у нас будут складываться все компоненты. Теперь нам необходимо убрать эту ветку конвейеров. Но прежде чем я это сделаю, необходимо разгрузить большой контейнер, в котором лежат наши компоненты. Нужно отсюда их забрать. И переместить во второй большой контейнер, в котором у нас будут храниться все наши компоненты. Вот в этот. Итак, контейнер мы построили. Компоненты могут храниться теперь здесь. Но чтобы их туда переместить, нам нужно немного переделать нашу конвейерную цепь. Берем здесь сортировщик. Наши конвейеры держатся крепко и никуда не упадут. Отлично, теперь мы можем забирать по этому конвейеру все, что нам необходимо. Доведу конвейерную цепь до нашего контейнера. А уже перед входом в сам контейнер поставлю сортировщик. Настроим сортировщик. Добавим в него белый список. И в белый список добавим все компоненты. В принципе, этого достаточно. Нажмем опустошить все. Все компоненты сейчас из этого большого контейнера по конвейерной цепи должны поступить в наш большой контейнер. Все отлично, оно загружается. Все, наш контейнер пуст. Теперь можно отрезать. Итак, теперь посмотрим на цепь сверху. Наш контейнер погружается сюда, направляется по конвейерной цепи в заводы по переработке. Заводы по переработке складывают готовые слитки. Большой контейнер для слитков. Большой контейнер для слитков дает доступ для всех сборщиков, которые можем здесь построить. И все сборщики, уже готовые наши компоненты, помещают непосредственно в наш большой контейнер красный. Все компоненты здесь. Итак, после того, как мы расставили все наши конвейерные цепи, настроили наши сортировщики, мы получили возможность все автоматизировать. Теперь мы знаем точно, где взять слитки, теперь мы точно знаем, где взять наши готовые компоненты и куда сбрасывать руду. Также немаловажно, такая система конвейера позволяет расширять вашу базу, до тех возможностей, которые вам необходимы.
Например, в эту сторону мы можем строить дополнительно еще сборщики. Хоть они будут направляться вот сюда, влево, хоть вверх и влево. Также наши заводы по переработке могут спокойно расширяться вот сюда, направо, например, вверх и направо. Для этого у нас есть, в общем-то, все необходимые доступные конвейеры по пути. Итак, конвейерная система построена, база может расширяться. Нам стоит добывать побольше руды. И еще необходимо нам найти лед. Для того, чтобы найти лед, скорее всего, я построю небольшой разведчик. И поищу по окрестностям лед. Пока мы добываем энергию исключительно из ветра. Но ветер не всегда постоянен. И пока у нас, например, может быть штиль, то выработки энергии у нас будет очень мало. Одна батарея это, конечно, хорошо, но не решит всех наших вопросов. Также нам необходимо будет построить звездолет, который будет летать в космос. И будет он, конечно же, на водороде. Потому что водородные движки способны работать как в атмосфере, так и вне ее. Для этого пока я немножко расширю базу. Накопаю немного ресурсов. И приступлю к сборке мелкого корабля. Чуть не забыл. Добавим освещение на наш буровик. Итак, пока мы говорим, мы сталкиваемся с определенной проблемой. Помимо того ископаемого, которое мы хотим добыть, будь то золото, серебро или железо, мы еще вырабатываем очень много камня. Мы забираем вместе с ним очень много камня. Что с этим делать? Камень перерабатывать, конечно, хорошо, и в принципе он нужен. Но дело все в том, что в таких количествах, в которых мы будем добывать камень, нам он не нужен. В общем, для того, чтобы от него избавляться, мы сделаем извлекатели. Добавим немного конвейеров. Далее добавим сортировщики. Установим и заварим сразу все, с обеих сторон. Итак, сортировщики установлены. Теперь необходимо их настроить. К сожалению, сортировщики все вместе настроить нельзя. Придется каждый настраивать отдельно. Выберем белый список и добавим в него камень. Также выберем опустошить все. И так сделаем с каждым сортировщиком на нашем кораблике.
Итак, все сортировщики настроены. Теперь добавим к ним извлекатели. Они есть только на малую сетку. О том, что используют на большой, мы узнаем позже. Отлично, извлекатели построены. Теперь настроим и их. А вот извлекатели добавлю в группу. И вынесу эту группу на панель инструментов. Выберу пункт «Выбросить», «Выключить» и «Включить». Ну что ж, поедем и проверим, как все работает. Итак, начинаем бурить. Добываем, соответственно, и камень. Но он не выбрасывается. Теперь нажимаем двоечку. Оп, и наши камушки начали выбрасываться. Все, теперь будем добывать только то, что нам нужно. Ну что ж, вот у нас нет никакого лишнего камня, только то, что нам нужно было добыть. Я забыл переименовать этот контейнер. Назову его компоненты. И этот тоже. Назову его сброс. Итак, приступим к постройке маленького разведчика. Все так же буду использовать для начала ротор. Добавлю малую головку ротора. Итак, пожалуй, начну с батареи. Как обычно. Источник питания нужно ставить в первую очередь, дабы он зарядился. Батарею поставлю на зарядку. Я думаю, одной батареи нам хватит. Добавим детектор руды и антенну. Забываем про гироскоп.
Fuel low. Спасибо. Очень вовремя. Костюм это тролль. Он, по-моему, троллит просто каждый раз по поводу водорода. Ему остается просто когда запятая, он говорит, feel low. Ну или уже там, вы умерли? Так, ой, я волны не забрал. Так, ну что, будем испытывать. В первую очередь батарею. Готово. Половинка перерезана. Так. Угу. Перегрузка идет по движкам сильная. Недостаточно одного аккумулятора. Идет перегрузка. Это очень опасно, перегрузка очень опасна. Если ее держать очень долго в перегрузке, рано или поздно двигатель просто откажет. Сейчас мы припаркуем. Добавим мелких батарей. Ну что ж, посмотрим, решила ли это нашу проблему. Ну, если вперед, влево-вправо хорошо, то как только включаются дополнительные двигатели вверх, дойдет перегрузка. Ну ладно, сейчас попробуем исправить. Еще одну можно. Ну, можно, в принципе, избегать, конечно, перегрузки. Тем более, что это так. Разведчик, ему не нужно там ничего больше поднимать, в принципе, тяжелого. Если достаточно аккуратно его вести, наверное, думаю, проблем не будет. Ой. Чуть не врезались. Ну, летит он хорошо. В принципе, сейчас батареи сейчас зарядятся, я думаю, проблем не будет. Неужели нигде нет поблизости водоема? Вот оно. Ничего себе, как оно далеко. Можно сэкономить топливо. Найдем двигатели, которые тянут назад. Назад, назад, назад. Определим его группу как стоп. Все, теперь мы разгоняемся и летим с включенными гасителями. И тратим минимум энергии. У нас уже 42 минуты в запасе, можно так лететь. И 119. Так, это у нас, значит, здесь у нас ничего нет. Все, можно сюда лететь. Так, ну еще попытаем удачи за вот этой горой, может, или на горе. Ну, на горе ничего нету. В принципе, понятно. Похоже, что озеро будет еще где-то впереди, там дальше. Ну, наверное, примерно на такой же дистанции, как и то. Ну, это просто овраг и ничего более. Я думал, может, он в какую-то там речку превратится. Ну да, чудо не случилось. Так, ну туда уже, наверное, лететь-то смысла особого нет. Уже, в принципе, ну, уже 7 километров. Даже и не видно никакого водоема здесь. Если он есть, то только еще дальше получается. Знаешь, ближайший водоем тут. Ну, все ок, тогда хорошо.
принципе, главное, что он вообще найден. Сейчас залетим и на базу уже будем возвращаться. Так, все, больше ничего поблизости не нашел, только вон там. Так, аккумуляторы начинают вырубаться. Один уже вырубился. Второй, третий. Сейчас пойдет перегрузка побольше. Так, все батареи разряжены. На этом вторая серия заканчивается. Надеюсь, тебе было интересно. Не забудь оставить свой комментарий. И если тебе понравилось, поставь пальчик вверх.